российских либертарианцев есть традиция. Каждый год в ноябре мы проводим чтение имени Адама Смита. В последние годы дошло до того, что они стали крупнейшей либертарианской конференцией в Европе. Я выступал там в 2019 году с лекцией про базовый доход, а также планировал выступление на этот год. Но в этом году кое-что случилось, и теперь нам ни чтений, ни Адама Смита. Однако, как гласит народная либертарианская мудрость, если к вам не идет Адам Смит, то надо самому брать и делать видео. Поэтому сегодня мы перемоем кости основателям либертарианской теории, обсудим ее фундаментальные недостатки и расхождения с реальностью, затем разберемся, что с этим делать, и главное, ответим на давно волнующий всех вопрос. Почему же люди так не любят либертарианцев? Что такое либертарианство? Как определяет Стэнфордская энциклопедия философии, либертарианство – это политическая философия, которая ставит во главе угла индивидуальную свободу. История либертарианства тесно связана с историей классического либерализма, а в основе либертарианской теории лежит странное понятие под названием «самопринадлежность». Странное оно потому, что было в ходу несколько веков тому назад. Его использовал английский философ Джон Лок, который является философским дедом нынешних либертарианцев. В своих двух трактатах о правлении он провозгласил, что каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. В переводе на современный язык это означает, что все люди имеют полное право распоряжаться собой или же наделены неотчуждаемыми правами. Лок полагал, что такой порядок является естественным в том смысле, что он рационален или продиктован разумом. Единственное ограничение – мы не должны вредить себе. Раз наша жизнь дарована Господом, то и отнимать ее нельзя. На дворе шел суровый 17 век, без Господа было вообще никак. После рассуждения о личности Лок переходит к частной собственности. Он начинает с того, что Земля предназначена человечеству как таковому, следовательно, изначально она как бы ничья. Однако, смешивая свой труд с ничейными объектами природы, мы получаем нечто, что уже принадлежит нам. Схватил желудь, упавший на землю, можешь кушать. Вспахал землю, земля и урожай твои. Это также называется принципом Гамстеда. При этом Лок догадывался, что с теорией собственности формата «кто первый встал, того и тапки» могут возникнуть некоторые проблемы, поэтому ввел пару оговорок. Первая гласит, что нельзя присваивать то, чем вы не будете пользоваться и что в итоге пропадет. Вторая оговорка сводится к тому, что нельзя гамстедить последнее. После вас в мировом земельном фонде должно оставаться достаточно для других. Во времена Лока неисчерпаемым источником земли казались заморские колонии, куда он и предлагал в случае чего отправляться. Таким образом, доктрина Лока сводится к тому, что человеку принадлежит его жизнь, свобода и собственность. С тех пор прошло немного времени, поэтому сегодняшние либертарианцы благополучно выкинули некоторые моменты из Лока, вроде апелляции к Господу Богу. Другие моменты, такие как оговорки, стали предметом споров. Однако родоначальники двух наиболее влиятельных современных теорий либертарианства, Роберт Нозик и Мюррей Ротбард, оба исходили из локовских аксиом, хотя первый был сторонником минимального государства, а второй анархистом. И даже Айн Рэнд, сильно повлиявшая на либертарианство, хотя и имевшая с ним сложные отношения, утверждала устами одного из своих героев, что деньги зиждятся на аксиоме о том, что человеку принадлежит его разум и его труд. Ротбард пытался суммировать локовскую теорию в своем принципе о недопустимости агрессии, мол, не трогай других людей и их пожитки. Тогда как Нозик написал самую популярную академическую работу по либертарианской философии – книгу «Анархия, государство и утопия». Там он атаковал теории, предполагающие перераспределение средств в обществе согласно некому шаблону, в первую очередь теорию Джона Роуза. Делал он это при помощи мысленных экспериментов. Представим себе, будто мы перераспределили деньги по шаблону. Но на следующий день люди взяли да и отнесли свою копеечку любимому спортсмену, музыканту или блогеру. Кстати, подписывайтесь на Patreon и Boosty по ссылкам в описании. И все, шаблон порван.
Следовательно, для поддержания шаблона мы должны либо повторять процедуру регулярно, либо запретить людям распоряжаться даже копейками. И то, и другое несовместимо со свободой. Поэтому Нозик полагал, что свободное общество может быть основано лишь на историческом понимании справедливости, которое он сам выводил из локовских аксиом – право на самого себя и Гомстеда. Это главное, что необходимо понимать про либертарианские представления о справедливости. Они носят именно исторический характер. Что это значит? Это значит, что для либертарианской теории не важно, существует ли имущественное неравенство, кто беден, а кто богат. Важно происхождение собственности. Во-первых, собственность изначально должна быть получена честным путем, то есть Гомстедом. Во-вторых, дальше она должна передаваться только в череде добровольных сделок. Если хотя бы одно из этих двух условий не выполняется, значит такая собственность не является легитимной с либертарианской точки зрения. Но если оба условия выполняются, то либертарианцы обязаны принять сложившийся в результате этого порядок. Такова последовательная либертарианская позиция. Роберт Нозик был академическим философом, поэтому его в первую очередь интересовала логическая стройность рассуждений, а не то, что там происходит в реальности за окном. Однако давайте вспомним, что либертарианство – это не только про философию, но также про политику. А политикам полезно выглядывать в окошко. Что же мы видим там в реальности за окном? Насколько существующая собственность соответствует либертарианским историческим принципам? Была ли она приобретена в порядке Гомстеда? Передавалась ли затем в череде добровольных сделок? Нет. Все мы знаем, что реальная собственность имеет совсем иное происхождение. Реальная история – это история завоеваний, порабощений, грабежей и прочего насилия. В итоге мы имеем либертарианскую теорию, которая гласит, что в основе института собственности лежит неотъемлемое право человека распоряжаться плодами своего труда. Звучит красиво. Но с другой стороны, у нас есть реальная собственность, происхождение которой, мягко говоря, иное. Как же либертарианцы справляются с этим досадным противоречием? А никак. Вернемся к нашему либертарианскому деду Джону Локу. После того, как он вывел свои базовые принципы, он пускается в рассуждения о государственной власти. Жизнь в безгосударственную эпоху, или, как он говорил, в естественном состоянии, была хоть и терпима, но весьма неудобна. Людям самим приходилось защищать себя и свою собственность, самостоятельно разрешать конфликты. При этом требовалось еще и успевать работать. Здесь и появляется государство, которому люди делегируют функцию защиты. Лок уточнял, что мы не можем делегировать власти те права, которых у нас нет. Скажем, если у нас нет права грабить соседа, то и у власти его быть не должно. Однако Лок при этом не считал налогообложение чем-то несправедливым. Это противоречие затем отмечал и Нозик, и другие авторы. Из локовских принципов крайне трудно вывести легитимность налогов, даже если эти налоги взимаются по решению парламентского большинства. Но Лок считал необходимыми не только налоги, но даже военную службу. По всей видимости, он предполагал, что раз уж мы признаем государство, то должны принимать и те вещи, которые необходимы для его существования – налоги и армию. Но как же мы признаем государство? Здесь начинается самое интересное. Для Лока государство – это плод добровольного соглашения или общественного договора. Он выделяет два способа, которыми мы заключаем этот договор. Первое – это когда вышел и сказал громко и четко. Однако, что во времена Лока, что нынче, приносят такую присягу разве что иммигранты. Но Лок упоминает и второй способ – можно дать согласие молчаливое. Именно так заключают общественный договор большинство людей. Что это значит? Согласно Локу, для такого согласия достаточно просто пользоваться благами, которые предоставляет государство. Скажем, пройдя по государственной дороге, вы автоматически заключаете социальный контракт, а государство получает право обложить вас налогом и поставить под ружье. Более того, таким образом вы признаете все законы государства. Ох уж эти дороги, не зря их так не любят анархокапиталисты. Если же вы не согласны, то у вас всегда остаются неосвоенные территории с землей для Гомстеда.
Да, это буквально знакомое нам молчание – знак согласия, которым обычно не оправдывает ничего хорошего. Спустя век шотландский философ Дэвид Юм высмеивал идею молчаливого согласия, утверждая, что смешно говорить о согласии, когда у большинства людей нет никакого реального выбора. Жизнь в государстве Юм сравнивал с ситуацией, когда спящего человека занесли на корабль, а уже посреди океана объявили ему, что он сам на все согласился, ведь у него всегда остается свободный выбор – сигануть за борт. Однако гораздо проще объяснить происхождение таких идей, если мы перейдем от философии к истории. В 1688 году в Англии случилась славная революция. Король Яков II, будучи католиком, навязывал свои порядки английским протестантам и пытался прибрать к рукам парламент. В итоге протестантская оппозиция решила позвать себе другого короля, Вильгельма Оранского. Тот приплыл из Голландии, прогнал предшественника, сам стал королем, но при этом согласился на предложенный парламентом Биль о правах, ограничивающий королевскую власть. Одним из лидеров этой оппозиции был граф Шефсбери. Он же являлся покровителем Джона Лока. Тот начал свою карьеру как домашний врач и преподаватель детей лорда, затем продолжил в правительстве Англии. Незадолго до славной революции Лок был вынужден уехать вслед за своим патроном, но затем вернулся. Два трактата о правлении вышли в свет уже после революции, но, по всеобщему мнению, были написаны еще до нее. Таким образом, Джон Лок был не просто философом, он был частью истеблишмента. Предполагаю, что с одной стороны он стремился создать теорию власти, которая бы отрицала абсолютизм, но с другой не хотел быть слишком радикальным. За 40 лет до славной революции в Англии существовало движение левелеров. Они исходили из схожих с локовскими предпосылок, однако их требования шли дальше. Они включали, скажем, всеобщее избирательное право для всех, кроме прислуги, женщин и прочих, кого не очень уважали в 17 веке. Для многих левелеров дело тогда кончилось плохо. По всей видимости, Лока беспокоило, что и его два трактата могут показаться слишком радикальными, поэтому первое издание было даже выпущено анонимно. Если исходить только из фундаментальных принципов Лока, самопринадлежности и Гамстеда, собственность лордов и баронов выглядит не слишком легитимной. Но здесь на помощь приходят идеи вроде молчаливого согласия. Принимая общественный договор, вы принимаете не только налоги и военную службу, но и сам формат распределения собственности, какой уже сложился. А не хотите? Тогда валите. В деревню, в глушь, в Массачусетс. В такой трактовке многое встает на свои места, не так ли? Молчание – знак согласия, и не нравится – валите. Это то, как власти оправдывают себя и спустя века после Лока. Перенесемся на пару столетий вперед. На дворе 19 век, эпоха промышленной революции и раннего капитализма. Что мы видим? Рабочих, которые шачат на опасных производствах по 16 часов в сутки, шахтеров, которые убиваются в угольных шахтах, женщин, которые вкалывают на текстильных фабриках и в швейных цехах, детей, которые трудятся наравне со взрослыми. При этом попытки коллективного отстаивания прав, вроде демонстраций и забастовок, зачастую подавляются властями. И за всем этим маячит либеральное оправдание, мол, нужно уважать собственность. Разумеется, собственники тоже бывали разные. Скажем, живший в первой половине 19 века фабрикант Роберт Оуэн обеспечивал своих рабочих жильем и школами для детей. И вообще стремился доказать, что если с людьми обращаться по-человечески, они и работать будут лучше. Однако во многих случаях даже строительство капиталистической утопии заканчивалось плачевно. К примеру, в конце 19 века американский железнодорожник Джордж Пульман построил для своих работников городок неподалеку от Чикаго, где пытался обеспечить тех всем необходимым, заодно оградив от тлетворного влияния алкоголя и социалистов-агитаторов. Однако в 1894 году дела Пульмана пошли на спад, и он принялся сокращать расходы за счет зарплат. Работники начали протестовать, поставив под угрозу грузоперевозки. Пульман обратился к властям, которые быстро решили вопрос, застрелив при этом 30 человек. В общем, эпоха раннего капитализма выглядела так себе.
При этом многие капиталисты того времени, все эти владельцы заводов, газет, пароходов, получили свои первоначальные состояния как угодно, но только нечестным трудом. Это объясняет, почему многих в то время не устраивали объяснения в духе классического либерализма и почему был столь популярен социализм. Сначала утопический социализм в духе Сен-Симона или Фурье, упомянутый Роберт Оуэн, кстати, тоже был из таких. Затем европейские умы поразил марксизм. Маркс, между прочим, тоже исходил из локовских предпосылок, что человек принадлежит сам себе, а собственность рождается из труда. Они пришли к нему через Адама Смита. Но при этом Маркс предложил объяснение, как именно капиталист несправедливо присваивает труд рабочего. Его концепция прибавочной стоимости, как и теория в целом, оказалась ошибочной. Многим миллионам людей впоследствии пришлось заплатить жизнями за эту ошибку в ходе безуспешных попыток построить коммунизм. Однако это было потом. А поначалу марксизм многим казался рациональным и научным объяснением той несправедливости, что творилось в раннюю капиталистическую эпоху. Особенно это было актуально для России, где только в 1861 году треть населения освободили от крепостного рабства. И лишь для того, чтобы эта треть оказалась в долгах как перед прежними хозяевами, так и перед государством за выкуп земли, которую она обрабатывала. Неудивительно, что первый тираж Маркса в России разлетелся мгновенно, а бороться за справедливость многие предпочитали при помощи бомб. Сегодняшний капитализм выглядит иначе. Он не пугает нас картинами угольных шахт и переполненных фабрик, по крайней мере в развитых странах. В странах развивающихся с этим пока все в порядке. Однако стала ли сама система распределения собственности более справедливой? Едва ли. Вокруг хватает так называемых старых денег, то есть наследников древних аристократических родов или всякой сомнительной буржуазии периода начального накопления. Хватает тех, кто получил выгоду от государственных ограничений в виде пошлин, тарифов и тому подобного. Прибавьте к этому рабство, сегрегацию, пару веков колониального грабежа, и можно констатировать, что хотя современный капитализм и выглядит привлекательно, но к происхождению капиталов остается еще много вопросиков. Поэтому современный капитализм – это не порождение либертарианской теории, а скорее плод негласного консенсуса. Общество как бы говорит: окей, мы признаем этот порядок легитимным, не устраиваем бунтов и революций, но взамен мы получаем социальные гарантии и прочие бонусы. Именно таков бэкграунд нынешнего социального государства. Но тут появляются либертарианцы, которые встают на табуретку в своем белом пальто и заявляют: вы знаете, вообще-то собственность должна быть абсолютной, а социальное государство необходимо упразднить. Почему? Потому что человек свободен и волен распоряжаться своим трудом. Следовательно, налоги – это аморально и вообще грабеж. Все остальные при этом смотрят на либертарианцев, словно на малых детей, которые еще не знают, что капиталы под елку положил вовсе не Джон Лок в костюме Деда Мороза. Ребята, очнитесь, весь этот порядок вокруг в первую очередь противоречит вашей же либертарианской этике. Это заметно всем, кроме почему-то самих либертарианцев, которые продолжают выступать с табуретки и требовать, чтобы все начали рассматривать грабительский статус-кво так, будто он рожден из справедливого Гомстеда. Вот именно за это все не любят либертарианцев, за этот моральный пафос, который по сути скрывает лишь предложение узаконить задним числом все то, что было награблено и украдено. За 300 лет мы недалеко ушли от Джона Лока, который оправдывал статус-кво молчаливым согласием. В защиту либертарианцев скажу, что большинство делает это не из вредности. Есть, конечно, среди либертарианцев и те, кто искренне хотел бы вальяжно поплевывать нищебродов, проезжая мимо на своем кадиллаке. Однако позиция большинства либертарианцев заключается в том, что социальное государство необходимо упразднить в силу его неэффективности. Свободный рынок быстрее приведет общество к процветанию, нежели попытки перераспределения, а проблемы немногих несчастных будут решаться при помощи частной благотворительности, которая опять же работает лучше казенщины. Во многом это действительно так. Именно капитализм привел развитые страны к нынешнему изобилию. Инновации и производительность труда решают проблему бедности лучше, чем пособия и льготы, полезность которых вызывает большие сомнения.
Однако вы заметили здесь подмену. От риторики справедливости мы резко перешли к риторике эффективности. Мы требовали абсолютного уважения к частной собственности, ссылаясь на принципы морали, но затем для своего удобства резко перескочили на утилитарные аргументы. Где же наше белое либертарианское пальто, сотканное из принципов? Нет, этот номер не пройдет. Если что-то эффективно, оно не становится от этого справедливым, и предложение немного подождать, пока неправедно нажитые капиталы приведут всех к изобилию, звучит так себе. Примерно как предложение удовлетвориться крошками с барского стола по причине того, что эти крошки оказываются очень жирными. Таким образом, невозможно быть последовательным либертарианцем, придерживаться фундаментальных принципов в виде самопринадлежности и Гомстеда, и при этом делать вид, будто нынешняя система собственности выросла на базе этих принципов и заслуживает абсолютного уважения. Это не либертарианство, а попросту лицемерие и двойные стандарты. Апеллировать к эффективности рыночка, который со временем все порешает, здесь тоже явно недостаточно. Историческую справедливость необходимо восстанавливать. Но как именно это можно сделать? Несколько лет тому назад мы с моим отцом полдня пробирались по лесам и бурьянам в предместье одного города в центральной России. И все для того, чтобы своими глазами посмотреть на дореволюционный сельский домик, принадлежавший когда-то нашей семье. Мы ехали по осеннему бездорожью, толкали завязший в грязище джип, поставили на уши полдеревни в окрестностях объекта наших поисков. И, наконец, нашли. Согласно официальной версии, наша семья происходит из деревенской бедноты, той самой, что страдала под пятой кулаков и буржуев. И это оказалось почти правдой. Скромный домик моего деда, представший перед нами, был выстроен из красного кирпича, имел всего-то 2 этажа с мансардой и, наверное, с десяток комнат. Рядом был участок земли с конюшней под пару-тройку табунов лошадей. И вот стоим мы, смотрим, разинув рты, на это скромное крестьянское жилье, и тут выходит хозяин дома. Однако вместо «вы кто такие, я вас не звал» и далее по классике, он выслушал нашу историю и пригласил внутрь, где мы еще посмотрели на чугунные литые батареи, которые исправно служат уже 100 лет. Крестьянской бедноте без таких был никак. Реальная история нашей семьи заключалась в том, что после революции они почуяли, куда дует ветер, и решили как бы добровольно передать свое имущество советской власти. Поэтому в том самом доме долго располагалась школа, пока дом не выставили на продажу. Подобная предусмотрительность позволила моим предкам свалить в город, где они уже предпочитали помалкивать о своем происхождении. После этого я долго размышлял о том, как жилось бедным крестьянам при проклятом царизме и чуть было не подписался на «Спутник» и «Погром». Шутка, не надо подписываться на всякую пакость. Лучше подпишитесь на Patreon или Boosty по ссылкам в описании. А думал я на самом деле о том, как могла бы выглядеть реституция, то есть возвращение дореволюционной собственности законным владельцам. Вот, пожалуйста, есть дом и земля под ним, все это было приобретено честным крестьянским трудом, устроило бы даже Джона Лока. По идее, должно принадлежать мне и другим настоящим наследникам. Однако всем этим давно уже пользуются другие люди. Что же делать? Выгнать нынешних владельцев, которые, скорее всего, приобрели и дом, и землю за честно заработанные деньги? Это едва ли будет восстановлением справедливости, скорее порождением еще большей несправедливости. Поэтому остается лишь честно признать, что спустя 100 лет никакая реституция, увы, невозможна. Но что если взять временной отрезок покороче, скажем, до приватизации? Однако даже за прошедшие 3 десятка лет бывшая советская собственность уже многократно успела сменить владельцев, многие из которых теперь честные приобретатели. Поэтому справедливый пересмотр итогов приватизации сегодня – это такая же утопия, как и реституция имперского имущества. К сожалению, преступления не просто так имеют сроки давности. Восстановить справедливость легко и просто лишь там, где она была попрана совсем недавно.
При этом история происхождения собственности – это не просто прошлое. Статистика говорит нам, что уровень благосостояния имеет высокую межпоколенческую корреляцию. И есть расхожая фраза о том, что интеллигентный человек должен иметь 3 высших образования – свое, отца и деда. Увы, это отражает реальность. Большинство людей недалеко уходят от тех жизненных показателей, которые были у их недавних предков. Поэтому, если ваших предков ограбили, лишили доступа к каким-то ресурсам, это скажется и на вас. Представьте, скажем, что этих предков когда-то покупали на базаре в Африке, затем плотно набивали ими трюмы кораблей, везли 3 месяца через Атлантику, чтобы те, кто выжил, затем работали на плантациях. И даже после отмены рабства ваши предки еще 100 лет жили с законами, которые запрещали им учиться и посещать публичные места. И даже после отмены сегрегации банки не давали им кредиты, потому что много лет назад правительство закрасило их район красным цветом на карте в рамках практики, называемой редлайнинг. Скажется ли это все на вашем нынешнем положении, даже если сегодня вы уже полноправный гражданин? Конечно. Это проясняет, откуда у черных в США берется вся эта ненависть в отношении уютных белых районов, которые когда-то были отмечены зеленым цветом на тех самых государственных картах. Наивные либертарианские рецепты про уважение к собственности не помогают разрешить такие конфликты, так как речь идет о несправедливости прошлого, которая отравляет чью-то жизнь и сегодня. Поэтому предъявлять счета за прошлое – это нормально. Только не нынешним белым американцам, которые лично ни в чем не виноваты, а самой несправедливой системе, государству, которое установило такой порядок вещей. У нас в России ситуация еще более запущенная. Столетия имперской несправедливости сменились десятилетиями советской несправедливости, которые в свою очередь сменились несправедливостью нынешней. У нас накопился огромный воз исторических противоречий. Если мы доживем до прекрасной России будущего, то неизбежно столкнемся и с новыми. Скажем, между теми, кто нынче загибается в депрессивных регионах, и теми, кто жирует на госконтрактах. Как разрешать эти противоречия? Что может сказать нам на эту тему либертарианство? А если либертарианство здесь ответить нечто вроде «просто уважайте частную собственность и все будет хорошо», это будет явно плохой ответ. Просто уважайте частную собственность сотрудников «Газпрома» и Первого канала, собственность российских олигархов и всех прочих честных тружеников. Это едва ли похоже на тот консенсус, на котором можно выстроить справедливое общество. Скорее походит на издевку. Нет, такой подход противоречит самой либертарианской доктрине, которая подразумевает именно историческую концепцию справедливости. И именно такое игнорирование прошлых несправедливостей отталкивает людей от идей свободы и приводит в итоге в левый лагерь. Да-да, левые идеи популярны вовсе не потому, что существует коварный заговор леваков, а потому что эти идеи дают ответы на многие актуальные вопросы и вообще неплохо описывают реальность. А вот только предлагаемые ими решения обычно лишь делают эту реальность еще хуже. Но каким должен быть правильный либертарианский ответ? Возможность реституции мы уже отвергли. В итоге нам остается лишь возможность компенсации. Поздравляю, мы сделали крюк на 7 верст и вернулись к социальному государству. Только рассматривать мы его должны не в качестве инструмента перераспределения по шаблону, как это предлагает Роллс и прочие эгалитарные теоретики. Социальное государство необходимо либертарианцам в качестве инструмента компенсации за несправедливость прошлого. И полагаю, что большинство либертарианцев, которые отрицают социальное государство, делают это лишь ввиду непонимания всей изложенной мною логики. Но теперь вы посмотрели это видео и можете перейти на светлую сторону силы. У нас есть печеньки и немного социальной справедливости. В нашем либертарианском случае эта светлая сторона силы обычно называется Bleeding Heart Libertarians или милосердное либертарианство. Главное не переводить это как либертарианство кровоточащего сердца. Говорят, каждый раз при таком переводе в мире умирает котенок. Это название появилось еще в 90-е, но окончательно укрепилось, когда появился одноименный блог. 10 лет тому назад он объединил группу западных философов, которые задались целью совместить идеалы свободы с идеалами социальной справедливости. Есть также проект, который переводит содержимое на русский язык. Я оставлю ссылки в описании ролика.
Напомню, что в описании роликов у меня обычно не только ссылки на Boosty и Patreon, куда вам необходимо подписаться, но также и ссылки на все те вещи, которые я здесь упоминаю. Ныне блог милосердных либертарианцев уже закрыт, однако дело его живет. И там осталось много хороших материалов, посвященных разным вопросам. Один из них – как именно должна выглядеть либертарианская социальная справедливость. Хорошим вариантом здесь может быть безусловный базовый доход. Решение популярное среди милосердных либертарианцев. Но оно не единственное, и конкретные формы либертарианской социальной справедливости – это вопрос отдельных дискуссий. О чем еще пойдет речь, если вы не забудете подписаться на этот канал. А пока мы просто остановимся на том, что единственный способ быть последовательными либертарианцами – это быть милосердными либертарианцами. И никак иначе.